Живая музыка, художественное слово и живопись стали основой филармонического вечера в Ревде. 3 декабря на сцене регионального зала звучала повесть Пушкина «Метель». Произведение читали артисты театра мюзикла Ксения Сосновских и Алексей Березюк. Мы будем читать текст Александра Сергеевича, достаточно сложный, но такой приятный русскому уху. Поэтому мы надеемся, что вы уйдете как минимум вдохновленные, как максимум погруженные в эту прекрасную атмосферу пушкинской метели. «Метель» была написана Пушкиным всего за один день. События повести разворачиваются в 1812 году. Юная богатая помещица Мария Гавриловна без памяти влюбляется в бедного армейского прапорщика Владимира Николаевича. Пара задумывает побег и тайное венчание, но планы рушит ненастная погода. Только через год Мария находит свою судьбу, но уже с другим суженым, полковником Бурминым. Был он ужасным повесовым, что, впрочем, никак не вредило ему. Во взглядах Марии Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием изменяла некоторые шалости, подчеркивающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее. Чтение сопровождалось музыкальными иллюстрациями Георгия Свиридова. Они были исполнены оркестром народных инструментов Свердловской государственной детской филармонии. Художественные образы для литературно-музыкальной композиции создавала Анна Ветлужских. Она рисовала в технике эбру красками по воде. Вся живопись проецировалась на большой сценический экран. Когда я рисую анимацию из этого, когда картины переходят одна в другую, и получается настоящий мультфильм, который я создаю здесь и сейчас. И под музыку это особенно интересно, потому что можно еще такие элементы танца, в ритм попадать как-то. Каждая минута, каждая секунда рассчитана. Это месяцы подготовки. То есть у меня есть, как у музыкантов есть ноты, у меня есть свои ноты, свои раскадровки, когда я рисую одно за другим, переходы. И все это просчитано и отрепетировано уже много раз. До конца года у ревдинских слушателей будет еще одна музыкальная встреча. 18 декабря снова ждем выступления артистов детской филармонии. На этот раз они привезут в Ревду мюзикл «Бременские музыканты». Лариса Хитева, Антон Михайлов, Вадим Макаров, телеканал «Единство».